Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в северной красоте. Обожаю эту раскраску, хоть у меня здесь и не так много иллюстраций, но все-таки она мне очень нравится. И здесь я заметила, сейчас я пролистывала, что вот у меня как-то, ну вот как, например, здесь используется несколько цветов для каждой иллюстрации. Ну, не всегда там только 2, может 3-4, но тем не менее. Давайте посмотрим, что у меня здесь раскрашено. Я не помню, когда она у меня появилась, когда я ее начала, но, наверное, может быть, в том году и начала, или в 20-м. Тут немного работ. Здесь, насколько я помню, манделузы с размытиями, то есть, как видите, коричневые, зеленые, голубые, желтые, все как-то так. Здесь розовый и такой мятный оттенок. Дальше посмотрим, что у меня раскрашено. Дальше вот такая иллюстрация. Тут тоже, как видите, несколько оттенков, цветов и оттенков присутствует. Мне это очень нравится, но это было не специально. Так получилось. Здесь вот, я не помню, ну, тут и карандаши присутствуют, и акварель. Это в прошлом году было раскрашено. Ну или в начале этого, на те праздники. Эта иллюстрация вот в этом году раскрашена. Ага. Также у меня вот такая. Эта иллюстрация мне очень нравится. Я раскрашивала совушку, насколько я помню. Ну, вот это вот карандаши Ашан 50 цветов, которые 2 моих любимых цвета использовала. А вот здесь вот, ну, наверное, фломастеры, скорее всего, какие-то. В общем, эта иллюстрация мне понравилась очень. Далее, вот такая иллюстрация раскрашена. Здесь манделузы с размытием и на фоне перламутровая акварель луч. Ну и в общем-то все, насколько я понимаю. А в этот раз мне захотелось раскрасить вот эту иллюстрацию. Сейчас подумаю, чем раскрашивать. Ну, наверное, это будет акварель. Можно, хотя, может быть, я возьму сейчас здесь манделузы и буду размывать. Вполне вероятно. В общем, сейчас я решу, определюсь и вернусь к вам. Пока что я взяла 2 манделуза, вот таких. Это номер 16 и номер 24. Потом буду добавлять по мере необходимости. Начну сначала с елочек. Ладно, приступим. Пожалуй, я начну вот с этих, так как, ну, мне удобнее. Потом я буду что-то раскрашивать за кадром и, соответственно, уже показывать вам. В общем, за кадром буду делать то, что мне неудобно на камеру. Тут планируется размытие, поэтому я не наношу карандаш полностью. Вот. Задумка есть, но
Я еще не со всеми оттенками определилась, поэтому результат будет для меня сюрпризом. Я вообще прям рада, что у меня есть этот набор, что я решилась тогда на эту покупку. Карандаши, конечно, очень удачные. Чисто без размытия я их использую очень редко. Пожалуй, только вот первый раз, когда у меня еще был такой маленький набор. Но он у меня и сейчас есть. А в Ашане иногда можно словить очень хорошие скидки на маленький набор. Там 12, что ли, штук, которые... Сейчас я буду сразу размывать. А уже от этого и буду дальше решать. Так, сейчас. Поближе, а то я то в кадр смотрю, то просто издалека на иллюстрацию. Да, что у нас сегодня? Второй день уже дома шумно. Я так понимаю, да, кто-то глобально делает ремонт, и, видимо, мебель выносили, двигали что-то, и вчера, и сегодня, и очень слышимость большая. Я вообще представляю, какая у меня слышимость, потому что у меня дома балетный зал, и, соответственно, то еще эхо, и нет шумоизоляции. Но, правда, и мы не шумим, то есть я к тому, что у нас не грохочет музыка, вот, да и занятия не с утра до ночи. Но просто я к тому, что у меня, наверное, эхо вообще постоянное. Потому что я даже могу быть на кухне, у меня там работает, допустим, YouTube, и по всей квартире из-за балетного зала довольно такая слышимость. Хотя, казалось бы, подумаешь, в одной комнате почти нет мебели. А вот есть разница. Ну, возможно, потом будут некоторые изменения. Я так иду к ним медленно. Знаю примерно, что хочу, но это нужно как-то... Там будет у меня мозаика, и я должна буду просто найти, какую конкретно я хочу. Так, ну что, здесь, в принципе, будет то же самое, как и здесь. Угу. Я предполагаю, что, наверное, вот так будет достаточно сделать и растянуть цвет. Сейчас вот это на камеру. И потом я сама пораскрашиваю и покажу, что у меня получается. Угу. Ну, вроде бы как нормально.
Я думаю, что здесь буду еще использовать перламутровую акварель луч, скорее всего, для контраста. Я решила взять все-таки акварель гамма, так как ее тоже бы неплохо продвигать. В общем, решила воспользоваться этой акварелью. Ну, потому что, в принципе, здесь есть и своего рода мятный оттенок, вот несколько таких нежных, темно-синий и такой малиновый. Ну, вот решила. Но я хочу сказать, что накладывается она посложней, и шиммера такого, как у акварели луч, здесь нет. Но в целом, ладно, начала раскрашивать, так и пораскрашиваю ей. Но она как бы блестит, но все же не так. Такой прям мелкий, едва заметный шиммер. Я еще задумываюсь насчет вот здесь вот линии, но думаю оставлю, пусть будет так. Тем более, что вот здесь я использовала вот этот оттенок, он как бы выбивается из остального, поэтому будет неплохо оставить не только крупный вот этот черный, а и здесь вот оставить. Ну, хотя в принципе, если здесь есть толстый контур, то это нормально, и в целом можно убрать где-то местами тонкий контур. Это тоже будет очень даже логично, но я не знаю, посмотрим. Я сейчас планирую все вот это дораскрашивать, а уже там будет видно. Может быть, даже где-то возьму, пройдусь карандашом. Но это вот когда все будет раскрашено, тогда более-менее будет понятно. Ну а в целом мне нравятся эти оттенки. Я как раз, ну это мой вообще сейчас любимый цвет, ну и голубой я люблю. И в общем вот этот тоже здесь очень даже уместно и хорошо смотрится. Сейчас по проекту Project Pen я достала вот эту вот свою коробочку. Здесь, как вы знаете, у меня лежит канцелярия, которую неплохо бы закончить. Здесь у меня и фломастеры из Fix Price, ашановские акварельные карандаши, которые мне в плане акварели не очень нравятся, но без размытия вполне можно использовать. Ну и там гелевые ручки, в основном с AliExpress. И они заедают, но я их беру по литру, выдуваю туда и кисточкой раскрашу. Вот. И у меня как раз есть раскраска по номерам для девочек. Здесь очень хорошие иллюстрации, но бумага проблемная. Вот можно видеть, что с обратной стороны много чего протекло. И поэтому я решила, что здесь я буду использовать карандаши. Давайте тоже посмотрим, что у меня здесь раскрашено. Ну, вот это вы видели, одно из первых. Конечно, фломастерами вроде бы как и классно, но, увы. Здесь я уже раскрашивала карандашами, потом растирала блендером. Как раз прошлой зимой красила. Вот новогодняя иллюстрация и балерина. Собственно, ради чего я и приобретала. Ну и вот такая была замечательная, уютная осенняя иллюстрация. Ну, вообще, красотища. В общем, скорее всего, буду раскрашивать вот эту. Сейчас я тут еще посмотрю. Нет, все-таки уже решила, буду красить вот эту. Ну и, как я уже сказала, карандашами. Значит, здесь единая палитра. Второе это желтый. В общем, так и начну. Сначала уже закончу вот этот карандаш. Маленький, а уже потом примусь за этот. Этих у меня много.
Так, сразу отлетел кончик. Немножко подняла камеру, потому что иначе любое движение и темнее все на камере. Не очень хорошо. Ну вот, довольно карандаши сами по себе, вот эти Ашан с птичкой, они яркие. И в целом-то они даже мягкие. Но вот при размытии, я не знаю, мне не нравится. Абсолютно. Не зашло. А вот чисто в обычном режиме очень даже здорово ими раскрашивать. Никаких к ним претензий нет. Розовый, правда, карандаш ломается, но он, я говорила, и во многих других акварельных наборах очень сильно ломается. И Лира Осирис. Вот, разве что вроде с Монделузами все в порядке. А так даже Дервент Color Soft. И то есть розовый оттенок, он прям... Не, ну там, правда, он бракованный. Хотя с виду я даже сначала и не заметила. А так вот везде. Единственное, карандашами, конечно, руки устают. Но не хочется, чтобы эта раскраска просто так лежала, потому что она мне действительно понравилась. Так, что у нас дальше? Номер 1 это синий. Вот. Красивый цвет. Очень мне нравится. Вот тоже кончики постоянно отлетают. Потом собираю со стола все это дело. Но опять же, это не только у этих карандашей. И я все же заточу. Не сказать, что я прям очень люблю остро заточенные карандаши, но именно когда, вот, ну не знаю, мне здесь вот хотелось бы острым карандашом, потому что есть и мелкие детали. Я интуитивно как-то где-то могу долго не точить, а где-то то и дело затачиваю. Но это никак не связано с тем, что я хочу побыстрее их закончить. У меня прям такого желания нет. Они мне как бы не мешают, но у меня 2 набора. Это я еще покупала много. Я много раздарила. Вот. Возможно, даже и в Питер 1 набор отвезла, вот я не помню. Нет, они неплохие в режиме обычных карандашей, имеет место быть. И в принципе там сколько их было, 12 штук. По сути дела, я могу спокойно ими раскрашивать. Оттенков хватает. А уж, например, если набор из 24 штук, мне кажется, так вообще. Ну, время идет, коллекция пополняется карандашей, так что вот. Что-то отходит на второй план. Я, конечно, хотела продолжить сегодня по плану красить, но потом подумала, а Project Pen тоже надо как-то двигать. Поэтому вот есть у меня еще некоторые задумки относительно Project Pen. Но это уже потом. Как-нибудь вот этот закончу.
Я не помню, когда я его начала, но в январе я, наверное, его завершу и начну новый. Здесь, повторюсь, будет еще блендер, так что даже там, где я в разные стороны штрихую, все это более-менее сгладится. Так, что тут еще есть? 4-й это розовый. Так, на него надо постараться не нажимать. Нормальный оттенок. Конечно, не такой нежный, как я люблю, но и, слава богу, не совсем поросячий. Что не может не радовать. Так. У нас на улице, надо сказать, хоть и не мороз, но так, прохладненько. Ну вот. Ладно, сейчас вот верхнюю часть закончу. Наверное, возьму какой-нибудь другой цвет, чтобы в кадре было повеселей. Посмотрела все-таки, кто там так шумит. Думала, может, на нашем этаже. Нет, по-моему, просто надо мной. Они тут, видимо, то ли стены там, может быть, что-то делали, замазывали или еще как-то. Я сначала сижу на кухне, не могу понять, где такой звук вообще раздается. Так, дальше. 14-й это у нас... Ух ты, он какой-то такой малиновый, что ли. Посмотрим, что у меня здесь имеется. Вот есть красный. Угу. А красный у меня это 3-й номер, и есть ли он у меня здесь? А он у меня есть. Сейчас я возьму другой. Взяла карандаш, который у меня не участвует в этом проекте. Это Kohinoor. Я брала его поштучно в Ашане. В общем, 14 номер. Он как раз очень даже неплохо сюда подходит. Кстати, здесь бумага такая немножко шершавая. И вообще, по-моему, здесь должны любые карандаши нормально раскрашивать. Угу. Да, хороший цвет. Здесь еще пройдусь разок. В процессе раскрашивания сделала паузу, задумалась и сижу себе, раскрашиваю. Потом вспомнила, что не включила камеру. Но это не страшно, вам будет даже лучше. Все-таки не наблюдать прям постоянно этот процесс. Ну вот. Сейчас
посмотрим, какие еще тут цвета. 8 это коричневый. Вот и карандаши, как видите, расходуются. Вообще супер. Ничего не лежит и не пропадает просто так. Угу. Так, и здесь такой же цвет. Единственное, тут вот эта вот ленточка, не, ну это классно и удобно, но поскольку она там... А на чем она у меня, кстати? А в любом случае, да, это на скотче, но на чем бы она ни была, конечно, выпирает немножко. Не совсем удобно. А так хорошо. Угу. Ну и, в общем-то, здесь получается еще вот тут коричневый. Ну, как-то так. А что за 7 цвет? 7 фиолетовый. Вот я его сейчас тоже хочу пораскрашивать. Душа, знаете ли, фиолетового просит. Еще раз. Ага. Ну вот. Ну, правда, люблю разнообразие. Нет, иногда мне прям хочется одним цветом сидеть и красить. А иногда, наоборот, хочется чего-нибудь вот такого эдакого. То одного, то другого. Ну, я единственное, что здесь, конечно, не прокладываю листы бумаги, мне не лень. Напрасно. Очень даже напрасно. Ну, в общем, как-то так. Наверное, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Под видео найдете разные интересные ссылки. Ну, а я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и тепла в душе. До скорой встречи. Пока-пока.